Первый способ заточки ножниц. Вот такой алмазный брусочек для опасных бритв. Беру маркер. Сейчас отметим режущую кромку, чтобы было видно, как снимается абразив. То есть закрашиваю ее. Вот угол. Провожу. То есть закрасил. Беру брусок, выдерживаю заданный угол заводом-изготовителем и начинаю вот такое движение на лезвие. И смотрю, как снимается маркер. То есть на себя немножко отпускаю брусок, он проходит, потом опять на лезвие. И смотрю, как снимается маркер. Маркер должен сняться по всей плоскости заточки. Сильно не давлю. Ну вот. На кончике еще. Все, маркер снят. Здесь вот немножко какая-то ямка. Это уже что-то твердое резал. Попробуем ее снять. Брусок очень мелкий. Все. Это лезвие заточено. Переворачиваем. Вот здесь вот пробуем ногтем. Образовался маленький заусенчик. Его нужно снять. Ставим брусок четко в плоскость. То есть ножниц. Никак его, ни под каким углом не делаем. Просто плоскость. И вот так вот. Раз, два. Легонечко проводим. Заусенчик убрали. Все то же самое проделываем на второй стороне. Второй способ заточки ножниц. Вот алмазный напильник. Зерно вот написано 180. Это среднее зерно. Беру ножницы, закрашиваю кромку. То есть я вот уже закрасил. Беру угол. Опять. Зерно тут покрупнее. Это уже если ножницы посильнее затуплены, то можно вот этим алмазным напильником. Ставлю в угол, попадаю, который был задан на ножницах. И начинаю легкими движениями снимать маркер. То есть точить. Не давлю. Слышно, как скрипит зерно, потому что большое, крупное. И снимаю маркер. Точим до той поры, пока маркер не исчезнет. Но это уже при большей степени затупленности ножниц. Если они сильно затуплены, какие-нибудь твердые материалы резали или долго не точили, можно начинать вот с этого, а потом переходить на более мелкий абразив. Вот легонько. Вот маркер в принципе снят. Немножко осталось, но это уже на мелком бруске надо доходить, потому что я сильно сточу их. Ножницы эти не слишком были затуплены. Все. Здесь образовался у нас заусенец. То есть вот он. Мы его даже можем ногтем ощутить. Кладу в плоскость ножницы ровно. Кладу напильничек. Тоже прислоняю полностью, чтобы никаких углов, зазоров не было. И легонечко вот так вот прохожу. Раза два. Все. Заусенчик снят. Тут даже вот видно было. Побелела кромочка. Все, ножницы готовы в работу. Третий способ заточки ножниц. Напильник по керамической плитке. Здесь вот крупное зерно находится. Здесь вот мелкое зерно. Буду точить мелким зерном. Оно плоское, удобно будет точить ножницы. Если точит керамическую плитку, то по металлу он как металл снимает как бумагу. Вот идеально подходит для ножниц. Беру маркер. Отмечаю режущую кромку.
То есть вот где у нас режущая кромка, зачерчиваю ее. То есть вот этот угол, чтобы нам видеть, как снимается абразив при заточке. Беру ножницы, ставлю вот в такое положение. Беру вот эту с мелким абразивом часть плоскую. Ставлю, задаю угол, который был задан заводом-изготовителем. То есть уже заводская заточка. И начинаю вот такими движениями на лезвие точить. Потом приподнимаю по всей плоскости ножниц. Выдерживаю угол. Абразив очень мелкий, поэтому маркер снимается плохо. И вот такими движениями на лезвие. Я снимаю абразив. То есть давлю в одну сторону сюда. В обратную сторону иду как бы холостым ходом. Можно приподнимать, но потом труднее выдержать угол. Поэтому я просто стараться надо вот эту часть, когда точите. То есть вот так вот абразивом не задевать, потому что вы сточите вторую кромку. Вы ее просто затупите. И вот так снимаю маркер. Видно, что вот маркер, вот режущая кромка, маркер снялся не весь, потому что этот очень мелкий. Он уже поработал долго. Он как раз идеально подходит для заточки. Для такой вот мелкой. И вот. И точу. Все, в принципе, маркер снялся по режущей кромке. Здесь можно, в принципе, до конца не снимать, но видно, что вот где они будут резать этим местом, вот, тут все уже заточилось. Смотрим, значит, заусенчик вот здесь вот образовался ногтем. Да, заусенец есть. То есть его надо тоже убирать обязательно, потому что если вы не уберете, они будут плохо резать, пока этот заусенец не уберется сам. А сам он уберется, может быть, совсем не скоро. Поэтому берем ножницы, ставим вот так вот, ложим их вот так вот в плоскость, вот в такую. Прислоняем напильник полностью, без всяких углов, зазоров. Нам нужно сейчас просто снять заусенец. И вот так вот 2 раза, можно разика 3, по всей режущей кромке мы проводим. Все, заусенец снят, она вот побелела. Часть такая, эта часть заточена. Та же самая процедура на второй части ножниц. 4-й способ заточки ножниц. Можно заточить мелким алмазным надфилем. То есть берем ножницы, берем маркер. Маркер нужен, чтобы режущую кромку нам вот так вот взять и прочертить, чтобы нам видно было, как снимает наш надфиль абразив. Вот так вот зачертили. Теперь берем, ставим ножницы, значит, в такое вертикальное положение. Берем наш надфиль, задаем угол, который был задан уже изначально. То есть завод уже сделал их, заточил, и вот этот угол нам надо выдержать. Ставим, значит, под углом и начинаем вот такие вот движения по всей плоскости ножниц. И смотрим, как снимается маркер. То есть точим на режущую кромку. Режущая кромка у нас она вот здесь. Вот она. И вот мы на нее точим. И начинает у нас абразив сниматься. И вот мы смотрим, как он снимается. Кончик стараемся проточить обязательно. Заднюю часть. Вот. Все, прошли плоскость, маркер убрали. Эта сторона у нас заточена. Теперь у нас образовался заусенец. Мы его ногтем даже чувствуем, что он есть. Ставим надфиль вот в такое положение, значит, полностью прикасаемся им в плоскость ножниц. Теперь мы снимаем заусенец. Потому что ножницы, если его не убрать, просто наточить и все, то ножницы очень плохо будут резать. Вот так вот ставим и по всей плоскости
проводим. Ни в коем случае никакой угол не надо задавать. Только плоскость вот ножниц нам надо повторить. Раза два, там 3 провели. Посмотрели, заусенца нет. Все, кромочка побелела. Эта сторона у нас заточена. Та же самая процедура происходит на второй стороне. Пятый способ заточки ножниц. Обычным надфилем. То есть вот надфиль для мелких работ. Берем маркер, отмечаем режущую кромку ножниц. То есть вот. Мы отметили. Можно, в принципе, весь этот угол отметить. Можно режущую кромку, как удобно. Это для того, чтобы нам было видно, как надфиль снимает у нас абразив. Чтобы понимать, где больше, где меньше сняли. Это вот для улучшения качества заточки. Ну и визуального просмотра. То есть, вот у нас угол, значит, задан заводом. Берем этот угол, повторяем надфилем. То есть, выставляем его в этот же угол. И начинаем на режущую кромку вот такие движения. То есть, начинаем точить. И смотрим, как снимается у нас фломастер. Вот. Где он снялся, там, значит, уже наточилось. И вот до конца, до самого кончика стараемся. В одну сторону точим, то есть вот. Вторая сторона как бы можно холостым ходом. Если надфиль крупный, лучше поднимать. То есть в холостую не ходить, потому что будете завальцовывать кромку, просто ее стачивать. Вот, попадаете в кромочку и идете. Вот таким вот способом. Все, смотрите. По режущей кромке надфиля этого фломастера нету. Если он немножко есть, как бы на спуске, ничего страшного. Главное, чтобы режущая кромка не оставалась зачерченной маркером. Переворачиваем ножницы, берем надфиль, ставим его вот в такую вот плоскость, потому что здесь вот образовался заусенец, его надо убрать. Ставим в плоскость, попадаем в плоскость ножниц. И вот такими вот, никакого угла не должно быть, только четко повторить плоскость ножниц. И 1-2 раза, можно 3, проводим и убираем заусенец. Вот оно, режущая кромка вот засветилась. Все, эта сторона наточена. То же самое повторяем со второй стороны. Шестой способ заточки ножниц. Можно заточить мелким напильником. Прочерчиваем режущую кромку, чтобы видно было. Можно, в принципе, весь спуск прочертить напильник, потому что все равно абразив не сильно мелкий, но для напильников он мелкий. В вертикальном положении берем напильник, ставим в угол завода-изготовителя. Как вот сделали на заводе угол, стараемся этот угол выдержать. Никакой переточки не должно быть, потому что тут уже все запрограммировано. Вам нужно только повторить это. Берем напильник и начинаем движения вот такие на лезвие. То есть вот сюда вот и начинаем точить. И смотрим по мере стирания маркера. И где маркер стачивается. Должна режущая кромка засветиться. Здесь вот немножко они... Вот, все, мы заточили эту часть, переворачиваем, заусенчик смотрим, появился, ставим ножницы вот так, в такое вот положение, полностью прикладываем напильник, без всяких углов, повторяем эту плоскость и 2 раза, 3 проводим по ножницам. Смотрим, заусенчика нету. Режущая кромка засветилась, то есть у нас засияла, заблестела. То есть все, эта сторона наточена. Переходим на вторую сторону и делаем то же самое на второй стороне. Седьмой способ заточки ножниц. Будем точить на мелком бруске. Прочерчиваем режущую кромку нашу.
Лишь бы самое главное, режущая часть, которая режут они, она отметилась маркером. Можно весь спуск отметить, можно не отмечать. Но если вы только начинаете затачивать ножницы, лучше отметить всю кромку, чтобы вам видно было, как вы точите. Вот я всю ее зачертил, весь спуск вот этот, который задан заводом, изготовителем. Беру брусочек. Можно, в принципе, вот таким вот образом. Но мне неудобно, это надо брусок поднимать на какую-нибудь деревяшку или что-нибудь, на возвышение какое-нибудь ставить. Я заточу вот так. Ставлю ножницы вертикально, беру брусочек, задаю угол, который был задан заводом. И вот такими вот движениями начинаю точить на режущую кромку. И смотрю, как снимается маркер. Давлю только вот сюда, на режущую кромку. Теперь нам нужно вот здесь попасть. Все, мы заточили, угол выдержали. Переходим на вторую сторону, смотрим заусенчик обязательно, образовался. Ставим брусочек вот в такую плоскость, чтобы не было, вот даже на свет посмотреть, никаких зазоров не было. То есть прижали, но не сильно. И слегка провели. Тут хватит камешком даже раза два. Все по всей плоскости. Все, режущая кромка. Все, засияла, заблестела. Та же самая процедура на второй стороне. 8-й способ заточки ножниц. Вот можно обычной женской пилочкой. Любая женщина может заточить. Берем маркер. Это для вашего же удобства маркер берется. Можно не брать. Но чтобы вам удобнее было, можно взять. Зачерчивается режущая кромка. И весь спуск можно зачертить. Можно просто режущую кромку прочертить. То есть вот таким вот образом. Вот режущая кромка, просто по ней маркером провести. А весь спуск не трогать. Ну, это я просто показал. Начинаем, значит, вот с этой стороны, где мы полностью спуск, значит, мы зачертили. Берем пилочку, ставим ножницы в вертикальное положение, задаем угол, который был задан на заводе, то есть заточка. И начинаем вот такими движениями на режущую кромку точить. То есть вот сюда вот провели. Пилочка она гнется, поэтому придется коротенькими движениями точить. И в одну сторону на режущую кромку давим. Если обратно ведете, то холостым ходом вообще не давите. И вот точим. И смотрите по мере стирания маркера, как это происходит. Вот, пожалуйста. Все. Маркер стерся, заточился. Эта сторона. Образовался заусенчик. Ставим пилочку, то есть вот в эту плоскость, точно. То есть не без каких-либо углов. И проводим по плоскости вот так вот. Это убираем заусенец раз за два. Все, провели, заусенчик убрали. Сторона наточена. Та же самая процедура с другой стороны. Заточить ножницы можно простой иглой швейной. То есть, если у вас дома нет никакого абразива, а швейные иголки есть у каждого, то можно заточить ей. Берем ножницы наши, берем иголку, вставляем с самого начала режущей кромки, то есть вот под таким вот углом, и просто режем иголку по всей режущей кромке. То есть несколько раз. От начала режущей кромки до конца. Вот такие вот движения выполняем. И ножницы точатся. Они наточатся на некоторое время, но все равно это просто вы немножко, как сказать, как мусатиком провели по режущей кромке, немножко ее подровняли. Как правило, это не заточка, а, скажем, просто правка кромки. Но заточить можно, все равно работать будут некоторое время ножницы. 10-й способ заточки ножниц. Можно на наждачке. Вот у меня наждачка 1200. Брать и просто вот такими вот маленькими полосочками нарезать наждачку.
по всей режущей кромке, то есть вот от начала и до самого конца стараться, чтобы она точила. Начало до конца, от начала до конца. И вот раза 3-4 вполне хватит. И ножницы точатся. Вот 10-й способ это. Вот 10 способов заточки ножниц. Начиная от самого простого, в зависимости, допустим, от вашей подготовки. То есть от иголки, наждачки и уже до абразивных брусков. То есть алмазных, обычных, там, надфилей и всевозможных инструментов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.